Константин Райкин не был типичным красавцем, однако магнетизм и харизма позволяли ему покорять женские сердца, а яркий актерский дар вызывал зависть даже у коллег. Несмотря на всенародную известность и блестящую театральную карьеру, за кулисами его жизнь была полна драм, борьбы, интриг и сильных чувств. Райкин вырос в тени знаменитого отца, Аркадия Райкина, культовой фигуры советского искусства, и с детства сталкивался с прессингом ожиданий и сравнениями. В юности считался гениальным, затем пережил период неудач, а позже получил прозвище «актер с 1000 лиц». Но чтобы заслужить собственное имя на театральной сцене, ему пришлось многое доказать. Детство Константина прошло в Ленинграде, куда его родители, известный артист Аркадий Райкин и актриса Руфь Иоффе, переехали еще до его рождения. Учась в престижной физико-математической школе и побеждая на олимпиадах, он мог бы стать ученым, однако в зрелом возрасте неожиданно выбрал путь актера. Поступив в Щукинское училище, Райкин сразу столкнулся с предвзятым отношением. Будущие педагоги и однокурсники считали, что он добьется успеха лишь благодаря фамилии, а не таланту. Эта вера в чужой успех ранила, но мотивировала. Он с упорством ночами учил тексты, доводил каждое движение до совершенства, чтобы доказать, достоин успеха, даже если его фамилия Райкин. Первые съемки пришлись на годы учебы. В 1969-м дебютировал в фильме «Завтра», 3 апреля, а настоящую известность принес образ Каюма в ленте Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Именно эта роль закрепила за ним репутацию не просто сына великого артиста, а самостоятельного актера с собственным лицом. Несмотря на успех в кино, главным призванием для него оставался театр. После окончания училища он играл в «Современнике», а позднее полностью посвятил себя сатирикону, театру, основанному его отцом. Райкин стал знаменит своим талантом к перевоплощениям. Он мог сыграть кого угодно, меняя голос, мимику и психологический рисунок роли. В личной жизни страсти кипели не меньше, чем на сцене. Райкин никогда не соответствовал стереотипу красавца, однако женщины влюблялись в его харизматичную натуру, чувство юмора и смелый взгляд на жизнь. Его сердце было не раз разбито, а сам он не скрывал своей легкомысленности и увлеченности разными женщинами, что часто приводило к драмам и расставаниям. Ему были приписаны романы с известными актрисами – Натальей Варлей, Мариной Ниеловой и другими, но каждый раз он вновь возвращался в свою творческую стихию. Первые 2 брака не сложились из-за неспособности Райкина к семейной верности. И лишь с 3-й женой, актрисой Еленой Бутенко, он нашел свой настоящий дом. Их союз оказался крепким и вдохновляющим, а рождение дочери Полины полностью изменило отношение Константина к жизни и ответственности. После смерти отца Райкин понял, не хочет просто копировать путь Аркадия Исааковича. Он переформатировал театр миниатюр в инновационный сатирикон, открывая публике новые имена, приглашая молодых режиссеров и создавая необычные постановки. Несмотря на критику и сопротивление консервативной аудитории, он не боялся рисковать, ставить современные спектакли, идти против течения. Знаковыми для сатирикона и для самого Райкина стали спектакли «Король Лир», «Гамлет», «Шантеклер». Его работы всегда отличались экспериментаторским духом, смелостью художественного поиска, осмысленностью и ярким исполнительским стилем. Постепенно общественное признание пришло. Критики стали называть его создателем современного театра. В жизни Райкин всегда оставался человеком принципа и внутренней свободы. Он открыто критиковал цензуру и давление власти на театральное сообщество, настаивая на праве искусства говорить правду. Его позиция не раз становилась предметом острых споров, но Константин никогда не отказывался от собственных убеждений. «Театр должен быть свободным», — утверждал он. Сегодня Константин Райкин не только яркий актер, режиссер и художественный руководитель, но и символ театрального поиска.
Его феномен в полной самоотдаче, смелости, готовности идти против системы и утверждать индивидуальность, несмотря ни на что. Райкин давно доказал, что он не просто сын великого артиста, а самостоятельная личность, вписавшая свое имя в историю отечественного искусства. А что вы думаете о этом великом актере?